Вот это я понимаю тяга к жизни. Ничего не берет. Ни молотов, ни копье. Надо еще на нем отравленные стрелы попробовать. Силен. Вот мне тут только молокососов-терминаторов и не хватает. А может попробовать на нем костер развести? В этих пещерах вообще все какое-то странное. Вот, например, если взять эту скалу, она никак не может определиться, она круглая или острая. А вот если она скользкая, и мои ноги случайно разъедутся, то мой крик отчаяния будет слышен даже на другом конце острова. Опять нужны камни. Как хорошо, что все люди всегда с собой таскают пару валунов. Пошел за лутом в пещеру, возьми с собой пару камней. Я уже тут внизу бывал. Случайно на скоростном лифте спустился. Эй, какого хера? Кто там мои камни ворует? Опять показалось. Ну ладно, желтые грибы больше не едим. Это там вертолет? Надо же, повеяло цивилизацией. Нехило так он здесь припарковался. Пилот, наверное, очень сильно в себя поверил. Хотел бы я сказать, какой прекрасный вид. Но в голову приходит только сортирный юмор. Спящий охранник тут. А чё, солдат спецслужбы идет. Как попугай на ветке. Еще бы клюв под мышку сунул, вообще не отличить. Сейчас посмотрим, что тут. Обычно в брошенных вертолетах находятся самые топовые пушки. Но только не в этом. Момент. Я что, застрял и вылезти не могу? Ну конечно, у меня ведь руки-то не для того, чтобы лазить. Интересно. Лазать не умею, зато умею сквозь текстуры ходить. А что, я и обратно так смогу? Что нет? А так хотелось. Эй, ты куда подранка потащила? Ну брось его! Ишь чего удумал, товарищей выручай. Устроили мне тут объединение, дикари сраные. Вот сейчас возьму свое любимое оружие и буду разделять и влавствовать. А не то вдруг трусы оденете, ружья изобретете, а потом атомные бомбы. Постройте демократию и придете ко мне во двор. Нет уж нахер, оставайтесь в этой пещере. Ща как самурай. Что за фигня? О да, конечно, самое время поплавать. Ладно, пусть сами ко мне идут, они же плавать не умеют. Какого хера, бля? Я что, полутораметровый карлик? Пол игры прошел и только что об этом узнал. Что я мелкий. Ты лось! Иди в баскетбол лучше играй. Прямо по жопе каменным топором. Теперь у меня будет 3 ягодицы. Эй, парни, а чё приуныли-то? А тебе нормально там под водой дышится? Кислородику не качнуть? А ну-ка съебал в ужасе! А в палатке, как всегда, кишки ночуют. Наверное, уже совсем скоро будем знакомиться с маленькими зелеными человечками, потому что этим дикарям не под силу сделать такое. Рисунок. Ну-ка посмотрим, что там за мазня. Значит, черная дыра в конце тоннеля, у которого плохо покрашены стены, потому что быстрее всего бюджет разворовали. Да, я далек от искусства, но я так вижу. А, так вот зачем нужна эта обосранная карточка. О да, наконец-то. Унитазы, мягкие кресла, лестницы. Просто мечта для дикаря. Даже свет есть. Цивилизация, и поэтому надо взять пушку помощнее. Потому что ох уж эти цивилизованные люди. Рассказав про лестницы, я чуть-чуть борщинул. Похоже, местные Homo sapiens тоже здесь по веревкам лазают. И поэтому я уже боюсь с ними пересекаться. Столовая. А что можно делать в столовой? Ну сначала, как обычно, сожрать все объедки, потом выпить всю воду из кулера. Тут, наверное, кофе. О да, тогда обязательно двойной. А про запас водички можно набрать? А не то дурацкие привычки в лесу заимел. А это что, аппараты с газировкой? Ну-ка. А, так вот зачем нужны деньги. А я-то ими в лесу жопу вытирал, да костры разводил. И зачем вообще за все это платить, если эти аппараты должны легко открываться мечом? Так же, как и эти двери. Проще побрить себе жопу каменным топором, чем открыть эту дверь мечом. Это же детский сад. А вон и детишки играют. Ху-ху, ужас какой. Что это за херня? Понятно, что это творение генной инженерии. Но как оно получилось? Они что, в пробирку с образцами насрали? Типа настоящий ученый должен попробовать все. Здорово, прощелыга. Что, скучаешь? На, это тебя взбодрит. Ой, зубик выпал. Не волнуйся, он тебе не понадобится. Говно можно и деснами чавкать. Чё, охуяешь, какой я Копперфилд? Прямо через стекло тебя пялю.
Ну ладно, давай, иди сюда, я тебя по-честному на шампур одену. Ай, лошара. Видишь, перед тобой даже дверь не открывается. Электронный датчик тебя, обезьяну немытую, за человека не считает. Ну, наконец-то какие-то инновации пошли. А это еще что за аннигилятор? Ложишь туда 100, а вынимаешь 10? О, смотрите-ка, да это же хмырь, который похитил моего Тимми. Папочка мертв, конечно. Ты даже не представляешь, как ему повезло. Говнюк ты вонючий, легко отделался. Я-то думал, сценарий тебя тоже очень сильно не любит. Ну что ж, заглянем в аннигилятор, всяко на меня оттуда никто не выскочит. Там кто-то есть. Это что, Тимми? Вот ебать, был пацан и нет пацана. Эй, дядь, ты что делаешь? А ну брось эти дурацкие штучки. По любасу этот аппарат не швы накладывает. В этой лаборатории клепали монстров. И в лучшем случае Тимоха будет бегать по лесу без трусов с копьем и насаживать головы на пики. А батя-то, похоже, никак не уймется. Ну что ж, сыграем в твою игру. А, я так понимаю, в аннигилятор кого-то нужно закинуть. Ладно, раз уж пошла такая тема, сейчас батя что-нибудь придумает. Нужен новый образец. А где его взять? Может, бомжа какого-нибудь? Нет, я туда прыгать не буду. Это бессмысленно. Что княжонка от меня хочет? Найти новую жертву. Ну хорошо, сейчас найдем. Меган. То, что надо. Я был против, но на данном этапе мне не оставили выбора. Маленькие следочки. Ага, сейчас все будет. А вон тот, драющий языком полублюдок, не подойдет? Просто этот вариант был бы самым идеальным. Ну чё, голосраки? Кто в шипастый ящик пойдет? Давай ты пойдешь добровольно. В смысле? Не, ну вот ты мне точно не нужен, ты больно уёбок. А ну руки убрал, выпердыш лабораторный. Мне такие шизоиды в родне не нужны, так что ты тоже не подходишь. И тем более мне не нужны зеленые человечки. Почему я не могу поставить здесь палатку? Я хочу сохраниться. Ведь Меган это не обязательно маленькая девочка. Так можно и тираннозавра назвать. А вот поспать здесь можно. Да, в любой непонятной ситуации просто ложись спать. Да у меня вся жизнь одна большая непонятная ситуация. Какой огромный зал. Вот ни хрена ты тут гербариев насобирал. А здесь-то можно хоть что-нибудь построить? Местечко так-то неплохое. Так, где мой мушкет? Короче, если что, рукояткой в ухо и в ящик. Такое ощущение, что я в симулятор маньяка играю. Вот говно, а! Эй, ты посмотри на себя! Зачем все лицо гуашью измазала? Да-да, вот именно так я тут и оказался. Это твой папашка к этому руку приложил. Да не я, а твой папашка, дегенерат. Похитил Тимми, понимаешь? Что такое? Что случилось? Ты тут только умереть не вздумай. У тебя, наверное, в горле пересохло, да? А пойдем, там вон в железном ящике шипастом водичка есть. Эй, а ну хватит тут выброшенного на берег карася изображать. Ух ты ж ё! Да, а я-то уж решил, что будет все так просто. И почему мой персонаж до сих пор сидит на жопе ровно? Его что, это смутило? А что можно было ожидать от маленькой девочки, которая сидит посреди небольшого зала, измазанной кровью и играет в самолетики? Не успела превратиться, а уже везде свои личинки откладываешь. Что, по лестнице подняться не можешь? Ну так нехуй во всякое говно превращаться. Ведь говно у нас только по трубам хорошо бегает. А что, ножки все еще хотят бегать по дорожке? Ну все, короче, на, жри ее, анус зубастый, и верни Тимми. Ну давай уже, начинай жадно чавкать. Ну началось, образец нужен живой. Я ее всего лишь колом слегка приложил. Какая прикольная хрень. Над танцполом неплохо бы смотрелась. Ну где я могу взять эти сраные образцы? Я, кажется, понял, где его взять. Ну уж нет. Один красный дядька уже сбил самолет, чтобы дочурку свою оживить. Ну и где он теперь? Валяется внизу дохлый. И вместо угрей с прыщами из его рожи торчат карандаши. И вот поэтому я закрываю лавочку. Жаль эту херовину.
На дискоче бы смотрелось хорошо. Эй, привет, дружище! Спасибо за то, что досмотрел мой ролик до конца. Оставляй свой комментарий. Если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Ты также можешь поделиться этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. А это был The Forest, а у микрофона, как всегда, Деду Ген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!